Всем привет! Сегодня мы сделаем самую простейшую сигнализацию. Да, которая вот отлично таким ребятам подойдет для игр. Особенно сыщиков или шпионов. Да. Что нам потребуется из деталей? В первую очередь блок питания. Да, желательно с кнопкой выключателем. Ну и пара батареек к нему. Да. Нам потребуется такая вот пищалочка, пьезоэлектрический зуммер на 3 вольта. 3 вольта. Да. Клемная колодка. Клемная колодка, вот. Черненькая такая, на 3 ампера. Есть более мощная, она не подойдет. Так, деревянная прищепка. Да. Обычная. Обычная деревянная прищепка. Думаю, у всех такие найдутся. Ну, они в магазинах есть. Небольшая картоночка и кусочек пластика. Это потом потребуется. Да, еще один проводочек. Да, моток веревки. И двусторонний скотч. Из инструментов нам будут нужны Канцелярский нож, да, отвертки и ножницы. да, и надфилек, и непрорезаемый коврик. Первым делом, что нам нужно сделать, нужно взять деревянную прищепку и с помощью надфиля или мелкой ножовки, или еще какого-нибудь такого инструмента, там, например, с помощью острого ножа, пропилить вот так вот канавки слева-справа, ну, можно еще сверху-снизу, да, углубления друг напротив друга. Вот именно закрытой прищепочки, вот так вот. Чем ровнее, тем лучше. Да, внутри делать не надо. Вот. И дальше что нам нужно сделать? Нам нужно взять двухсторонний скотч. Где он тут у нас? Вот. И наклеить его на блок питания. И отрезать лишнее. Да, вот так вот. Отрезай. Аккуратно. Давай. Главное лишнее не отрезать. Главное отрезать именно лишнее. Нужного главное не отрезать. Дальше мы берем прищепочку и приклеиваем ее вот таким вот образом. Вот. Чтобы наши канавочки были за пределами нашей прищепки. Дальше нам нужно взять один проводочек. Да, вот так вот приложить и примерно начиная с этого места зачистить от изоляции. Воспользуемся для этого канцелярским ножом. Напоминаем, что пользоваться канцелярским ножом нужно пользоваться под присмотром родителей. Ну, это для маленьких наших зрителей. Да. Да. Вот, видите, мы взяли такой достаточно длинный проводочек и сейчас намотаем его на прищепку как раз там, где у нас вот Канавки. Канавки, да. И намотаем. Сильнее открой. Ага, отлично. Вот. И здесь зафиксируем. Теперь возьмем проводок, один конец которого зачистим подлиннее, другой зачистим немножко. И Совсем. да, так как у нас проводочки многопроволочные, мы их вот так вот скрутим в косичку. И теперь плотненько Прижимаем. да, и примотаем вот сюда на второй кончик. Мотаем плотно, чтобы оно не распушалось, не крутилось. А в конце, когда сделаем несколько виточков, да, вот так вот берем и хвостик так вот плотненько скручиваем, затягиваем. Мы все скрутили. Да, плотненько хвостики затянули. То есть вот здесь вот проволочка должна быть затянута, не распушаться. И когда у нас прищепка, да, у нас здесь надежное электрическое соединение, поэтому не нужно было делать здесь канавку, то есть проволочки должны соприкасаться. Четко друг напротив друга. Дальше берем канцелярский нож, клемную колодку и отрезаем 4. 2 сегмента. Вот. Режется довольно туго. Можно для этого использовать обычный нож. Вот. Вот эти пищалочки пьезоэлектрические, расстояние между ножками у них в аккурат совпадает с расстояниями вот внутри этой колодки. Сейчас мы их притянем винтиками и зафиксируем ее внутри колодки. Обратите внимание, у нее 2 ножки у пищалки. Одна длинная плюс, другая коротенькая. Минус. Да, вот здесь даже промаркировано на наклеечке, которую потом надо будет снять, когда мы ее установим. Затягиваем наши винты.
Вот, сидит плотно, можно подергать. Теперь нужно взять и черный проводок от блока питания, это минус, подключить к минусу нашей пищалочки, которая вот здесь, вот с этой стороны будет. Сейчас мы ее вставим и тоже туго затянем. Главное не запустить изоляцию, то есть нужно зажать винтом именно жилу предварительно зачищенного провода. Если мы зажмем изоляцию, то что? То не будет электрического контакта, а он нам здесь как раз нужен. Так, вот. Во вторую колодочку, вторую клемму, сейчас мы ее ослабим, нужно зажать второй проводок от прищепки. Таким же образом. Да, ничего хитрого. Теперь на нашу клеммную колодочку снизу наклеим кусок двустороннего скотча Да. и снять защитную пленку. Приклеим его на свободное место нашего блока питания. Только надо проследить так, чтобы проводки не мешались. Их тоже можно прикрепить к остаткам двустороннего скотча, который тут выглядывает из-под прищепки. И чтобы у нас ничто не мешало открытию крышки, в которой, согласно полярности, Должны. вставлены батареечки. Теперь, если мы включим блок питания, мы услышим писк. Но если мы отогнем прищепку, писка не будет. Сейчас мы доделаем наше устройство. Да. Теперь нужно взять маленький кусочек пластика. Это из упаковки от игрушек, пластиковые бутылки, еще что-нибудь такое разрезать. Или можно плотный картон, но это не так надежно. И привязать к нему веревочку. Вот тут с мотовильцем на конце, на котором можно в походе наматывать лишнюю веревочку. И зажать ее прищепку между проволочками. Она изолирует друг от друга их. Ну и для удобства закрепления на охраняемом объекте через пружинку можно продеть еще вот такую вот петельку. Ее можно там за ножку стула зацепить или еще за что-то примотать. Да. Ну вот. Теперь смотрите, что будет происходить. Вот эту веревку мы натягиваем, привязываем к двери, натягиваем на проходе, включаем наше устройство. Предположим, какой-то нарушитель идет И раздается оглушительный писк. Да, пищалка стала гораздо сильнее звенеть, когда мы ударили в защитную пленку. Да. Можно пищалку заменить на светодиод. Тогда это будет ночное устройство, которое не выдаст того, что вы обнаружили злоумышленника, когда вы увидите, что светодиодик загорел. Можно использовать их параллельно, и звук, и свет. Ну, в общем, как вам удобнее. Проще, по-моему, придумать уже сложно. Да. Собирается за 5 минут, играется часами. Ну, заодно можно подтянуть знания по электротехнике, хотя бы самые азы. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно так же, как и нам. Сейчас мы с вами все не прощаемся, идем устанавливать на охраняемый объект нашу сигнализацию. Всем пока-пока!